Завтра я поеду делать визаран в Лаос, Лаобао. Поездка должна быть простой. Но это в первый раз у меня. До этого я делал визараны в Таиланде. Ну, там совсем не мягкие путешествия были, довольно экстремальные. И приходилось давать взятки на пограничном пункте, чтобы меня пропустили. В этот раз я сейчас во Вьетнаме, в Дананге, и планирую сделать завтра визаран. Автобус отъезжает в 7 утра. Это будет, как его называют, спящим автобусом, в котором находятся кровати. То есть вся моя поездка будет лежа. У меня такого еще никогда не было, вот интересно попробовать даже. Буду снимать на камеру происходящее. Задокументирую, так сказать. Чтобы, может быть, кому-то это пригодится. Проснулся я сейчас за полчаса до будильника. Хотя мне начало что-то тревожить за час еще. Вот. Смотрел на телефон, думаю. 4:30. Думаю, полежать еще, но что-то не спится. Так. Соответственно, ладно. Встал пораньше. Думаю, в автобусе высплюсь. Здесь у нас все, что я беру с собой. Мне пришлось взять компьютер, потому что, скорее всего, я буду работать. Рабочая книжка, под ним планшет, там записи, я его всегда в путешествие беру. Там еще кинчик какой-то, рубашка, штаны, 65% полиэстер, 35% котон, хлопок. В них тепло и они дышат. Взял с собой на всякий случай шорты, это если будет жарко, кофту, если будет холодно, кроссы простые, телефон. У меня тут водительские права на всякий пожарный, потому что еду сначала на скутере, еду до центрального вокзала, там меня забирает автобус. Наушники, ибупрофен, вода питьевая вместе с креатином, диск памяти на 2 терабайта, батареи для камеры, зарядки, паспорт, донги. Я взял доллары, потому что искусственный интеллект сказал, что на границе с Лаосом там принимают доллары, когда я буду покупать визу и прочее, прочее. Посмотрим, прав ли он или нет. Билеты на автобус туда и обратно. Ну и мои очки. Сейчас там за окном у нас стройка. Ребята вообще, не знаю, видно, не видно, не спят. При коммунизме ночью стройка продолжается. Я сейчас себе приготовлю кашу. Быстро перекушу. И в дорогу. Жена также приготовила сэндвичи с яйцом. Так что голодать не придется. Вот такой вот у нас перекусон. Каша, бутерброд, витамин С, коллаген. Все, что нужно для хорошего дня. Я на самом деле проснулся аж за 1,5 часа. Что-то я думал, что мне буквально через полчаса вставать. Так что я уже позавтракал. И у меня еще целый час до того, как... Такой, мне даже 2 часа до того, как автобус поедет. Ну что ж. Соберу пока что все это в портфель. Ну вот, портфель полностью упакован. Штаны и рубашку я натяну перед уходом. И все же я пойду
Попробую поспать еще минут 40 или час, как будильник зазвенит. Потому что надо выспаться, иначе это будет очень тяжелый день. Ну вот, всего лишь часик и уже рассвет. Такой вид из окна. Ну, вроде ничего. На границе должны встретить с улыбкой. Сейчас подумал, что в 5 утра может быть внизу закрытые. В гараже ставни опускаются на ночь, а на утро должны подняться. Но вот в это раннее утро они подняты или нет? Тоже такой вопрос. Наверное, стоит нам немножко так, а вот и мой конь. Зажат слегка. Здесь у нас на автобусной остановке есть парковка. Она должна стоить 10 или 15 тысяч донгов. Я сейчас припарковался здесь и пойду искать свой автобус. Благо мне уже фотографии скинули и все, что необходимо знать. Все, что необходимо знать для поездки, мне тоже скинула компания. Я номер их потом укажу в ссылочке. Сейчас главное найти автобус. Они мне даже показали Альба, yeah. Лабао, yeah. 43. Лабао? Thank you. Вот мне сказали, что в Лабао туда идти на B103. Лабао. B101, B201, B2. Ну вот странный дядька говорит мне B2, а мне говорят здесь на B3. B3, то есть B1. Соответственно, B1. Вот лучше не слушать местных. Они всегда куда-то не туда направляют. Иду сейчас на B1. No. B1 01. Лабао, yeah. What? You're from the company? From this company? Yeah. Okay, thank you. People. One. Waiter. Huh? Waiter. No, thank you. I have water. Вот. Такая вот станция. Сейчас дождемся и поедем. А вот и наш автобус подъехал. Вроде он. Лаобао. Так, куда я дел билеты? Все вроде есть. Идем. А? You were smoking? No, I'm not smoking. Ого. Вот такой вот он. Bữa nay mà đâu cũng mua ra bữa má rồi thôi thay vô đồ cả làm dư mấy bỏ đấy mà dư đóng luôn.
Chắc thì về rồi đi, chắc bỏ cái I máy. can choose. Không xong nữa. Take off shoes. Он говорит, просит снять кроссы. Окей. Biết đâu mà nó ngủ mua thì ra đến về hơn khó nếu được. It's number 4. I don't know. Number 4. 4, окей. Mua chỉ mua rồi không phải là thay. Номер 4. Окей, номера здесь у нас. Были. Окей. This one, right? Ладно. Так, надо это. Так, возможно, тут работать не получится. Я ожидал покомфортнее. Если честно, я ожидал более комфортный автобус. А тут даже туалета нету. И тут придется шататься. Вот так вот. Лежа. Так вот лежа. Ну, да, вески хоть здесь небольшие. Плед есть. Да. А если действительно пописать захочется, то куда? Давай-ка пройдусь, посмотрим. Туалет сказали будет в 9. В 9:00. Сейчас у нас мы в 7 отправляемся, значит 2 часа терпеть. Вот. Если что, какая-то кнопка. Сосед. Ладно, как поедем, покажу. Тут еще играет музыка, если слышно. Надеюсь, ее отрубят, когда мы поедем. В любом случае взял наушники, так что на всю катушку врублю, чтобы не слышать эту музыку. Уже как 15 минут должны были поехать, но мы все еще стоим. Может, кого-то ждем. Спустя 30 минут мы двинулись. Меня попросили пересесть на верхнюю полку. Я теперь наверху. Даже лучше. Вид покрасивее будет. Думаю, немного вздремнуть пару часиков. Там посмотрим. Пришлось остановить автобус, чтобы пописать, потому что было не втерпешь. Хорошо, что у них прям тапочки заготовлены, они остановились на трассе. И, ну, не на трассе, а возле поля. И, слава богу, похорошело. Что он говорит, следующая остановка только будет через 40 минут. 40 минут я уже терпеть не мог. Вот.
остановку на одной заправке. Всем выдали тапочки и все сходили в туалет. Очень интересно. На самом деле я сейчас подумал, что вот компания, которая мне продала билеты, по сути они мне показали, где находится автобус. Я как бы до этого не знал, к ним приехал, они мне сразу же продали эти билеты. Я могу просто приехать в 7 утра на автобусную остановку и забить место. Ну, через них, конечно, скорее всего, было бы куда безопаснее, что уже будет место, но я в этом сомневаюсь, потому что это будет куда дешевле просто приехать на автобусную станцию и просто купить билет на автобус. 6 минут до остановки или около того, я готов обоссаться, это капец просто. Воду даже не пил, вот, но уже второй раз приспичило. Блин, надо в туалеты ставить в таких автобусах. Короче, на финальной, так сказать, на финишной прямой приедем. В автобусе никого не осталось. Или кто-то есть? Один кто-то есть. В агентстве сказали, чтобы я попросил автобус подождать, пока я сделаю визаран. Так что, говорит, ребята без меня не уедут. Будем на то надеяться. Водитель вышел на минутку. Вместе с перевозками людьми они доставку еще делают металлического каркаса, воды, коробок всяких. Очень мультитаскинг, так сказать. Загружает новое что-то там. Ладно, осталось чуть-чуть, держимся. Так, ну полегчало. Сейчас выпьем кружечку кофе и пойдем прогуляемся в Лаос. Вот я сейчас остановился здесь в кафешке. Там снаружи парочку скутеров предлагают подвезти, но я думаю, мы пешочком пройдемся. Хорошая пьяненько. Ценники, конечно, здесь на кофе космические. Но что ж поделать. Приграничный город. Я не против автобусов. Ну, вообще мне нравится в автобус ездить, но когда у них нету туалета, это такая пытка. Блин,
ехать 5 часов дороги и одна остановка где-то посередине. Это жестко. Вот, кстати, кофеечек. Нормальный капучино, сейчас попробуем. Беднота. Мне кажется, там чувак на скутере пасет меня. Хочет подвезти в Лаос или куда-то. Вот, не знаю, сейчас пойду узнаю, что там. Посмотрим, что там, да как там. Вот. Vấn đề đấy. Laos? Cái bớt Lào Việt Nam. А? Cái bớt Lào Việt Nam. Laos. Yeah. Lào Việt Nam. And Vấn đề đấy. Vấn đề đấy. how much? 100.000 Việt Nam. How much cost? Money? Ngon. Vấn đề đấy. 100? Vấn đề đấy. Đây. Ага, окей, 100. Ну что, прокатимся тогда. Так. А чё нет? Снимать здесь нельзя. Так, снимать там нельзя было, пользоваться телефоном тоже там нельзя. На таможне расскажу, как дело было. В общем, решение заплатить 100 тысяч донгов человеку, который предложил подвезти меня туда и обратно. Он мне быстро показал, где, куда, что идти, где заполнять. Я с собой взял доллары, как мне советовал искусственный интеллект, и предупреждал, что они могут придраться там к любой помятости или что-то, но в итоге действительно пограничник придрался к какой-то точке. Он сказал, они старые, и показал, как должны выглядеть новые купюры. И он показал мне просто идеально напечатанную новую, чуть ли не пластиковую купюру. И они принимают только такие. Так что доллары оказались бесполезны. А в донгах вместо 45 долларов по курсу я заплатил 56. Ну ладно, фиг с ним. В следующий раз, когда буду менять донги на доллары, буду требовать самые новые купюры. Второй момент. Несмотря на то, что я прошел туда и обратно быстро, автобус должен был уехать в час. Сейчас у нас час 43, то есть у меня заняло реально... Я сейчас иду вдоль дороги. Локации, которые указывало агентство. Да, не знаю, видно, не видно. Вот так вот. Мне еще оттуда топать добрых 7 минут. И автобус либо меня ждет там, либо он уже свалил. И агентство, через которое я покупал билеты, должны решить проблему. Должны мне предоставить новый автобус. Или как-то так. О. Ну, если мне скажут, подожди еще часок, я буду не против, потому что столько часов провалялся в автобусе, и прям кайф сейчас. Иду по улице и кайфово. В общем, виза-ран прошел успешно. Я чуть
попозже расскажу про некоторые тонкости. У меня эстонский вот паспорт, и не как российский, который можно выйти просто и зайти, и мне во Вьетнаме ставят штампы по входу, да, то есть visa on arrival, то есть не делают такого. Мне нужно, именно для моего паспорта нужно покупать дигитальную визу, которая мне обходится там в $25 на 3 месяца. Или на 4, надо это посмотреть. Я сейчас подзабыл уже. И можно купить сразу же на полгода визы. То есть покупается на 3 месяца, и вот когда виза заканчивается, с этого дня покупается новая. То есть заранее это делается, чтобы можно было себе обеспечить визовый въезд на, ну скажем, вот я обеспечил на полгода. А можно, в принципе, попробовать и на год растянуть. То есть с этим проблем никаких нету. Главное платить, главное делать все по закону. А вот и автобус. Все-таки они меня ждут. Это очень приятно. Возможно, я единственный пассажир. Yeah. Hi. Going now? Oh no. Con chuột tài này xuống luôn. Maybe, а может это и не тот. Сейчас, секундочку. Hi. 1 second. 5 minutes. 5 minutes. Okay. Con bài mới đâu bài thôi. Is the same company? Yo. Is the same company? Okay. Yeah, 5 minutes. Alright. 5 минут. Cây không bị xuống luôn. Ну здесь хоть поприличнее. Dạ con nha con lấy đấy. Поприличнее будет. Nghe đúng không? Dạ con lấy đấy. Назад, видимо, поеду в более престижном автобусе. Внутри выглядит хорошо. Может даже туалет есть. Если есть внутри туалет, то это вообще божественно. Я прям буду радоваться. Что я там вижу? Не, походу туалета там нету. Значит, придется мучиться. Лучше не пить воду. Совсем. Хотя реально я пока ехал, делал такой, наверное, 2 или 3 раза сделал маленький глоточек. Так. Ну что, дождемся? О, здесь уже посолиднее телек есть с кнопками. Подсветочка есть. Запах как будто курили. О, зарядиться можно. Ну уже да, посолиднее здесь. Быстренько пробегусь, посмотрю, что там есть. Может быть, где-то спрятан туалет. Все-таки новый. Нет, туалета нету. Ладно, не будем пить воду. Солидненько. Оп. А это не тот. Не туда запрыгнул. И погнали. Можно лечь, расслабиться, поспать, закрыться. Не, thank you. Так. Ну все. Я сколько ездил в разных автобусах по Европе, и не только в Европе, и в Азии, и в Англии, и в России. И ни разу не катался на таких вот лежачих. И блин, это обалденно. То есть я когда сижу, я устаю.
Когда ты вот в таком, как будто в кресле полулежа или лежа, то вообще кайф, можно хоть это целый день находиться на лежачем таком положении. Еду, меня солнце начинает обжаривать потихоньку, и я думаю, как бы закрыться, и тут смотрю, вот такая штука есть. Ну вообще, сервис люкс. Еще бы это джакузи для ног бы. Туда. Нет, портфель некуда деть. Ну, в принципе, не особо мешается. Я бы его затолкал туда, потому что в предыдущем автобусе побольше было. Но я туда ботинки скину. Выше чуть-чуть. Может, и не могу. Ну, ага, может быть, там. Нет, там будет неудобно. Время работы. Я работаю на удаленке на Грузию, на Германию и на Испанию. А разница у нас 4 часа. И мне как раз сейчас я закончил визаран, вернулся, и Грузия начала работать. И поэтому сейчас прям самое оно. И мне нравится, что я в таком люксе, да, и я могу себе положить, сейчас я достану ноутбук и положу на ноги сюда, на коленки, и буду работать. Кайф, просто кайф. Вот так вот закроем чуть-чуть, будет просто кайфово. Так что назад дорога по кайфу. Mình ở đâu đó? Mình ở đâu? Кайф. Просто кайф. Đầu màu xe về đó tầm 3:30 á. Mình đi hơn ở đâu? 8 час. Недалеко от автобусной станции, мы скоро подъедем. Последние часы пролетели даже незаметно за работой. И все же лежачие места — это круто. Я там телефон заряжаю пока что. И я вот не понял, для чего вот эта кнопка нужна. Она что-то включает, не включает. Вот это свет включает, а вот это не знаю, что она включает. Ничего не включает. Наверное, там должен быть телек. Фу, устал я, конечно, за сегодня. Но визаран прошел довольно легко и просто. Так что всем рекомендую. Вот, как говорится. Сейчас на приезде там столько людей, еле отбился. Подлетают вьетнамцы, такие мотобайк, такси, мотобайк. Как голуби. Забавно. Ну, мы сейчас дойду до скутера и пойду домой. Я за сегодня только ел сэндвичи, сделанные утром, ну и кашку с утра. А день еще не закончен на самом деле. Но поездка моя закончена. Я сейчас подумаю, может быть, что-то еще расскажу полезное. Надеюсь, скутер на месте.
Вот он, красавчик. Ладно. Всем доброго вечера.